За всю историю советского кинематографа найдется не так много примеров жанрового фильма, точно попавшего в цель зрительских ожиданий. Фильма, который выдержал испытание временем, а исполнители главных ролей обрели популярность на долгие годы. Безусловно, к таким относится «Человек-амфибия», снятый по мотивам научно-фантастического романа Александра Беляева. Но далеко не всем известно, что этой ленты могло и не быть. Слишком много сложностей вставало у нее на пути. И сегодня мы поговорим о том, как снималась эта картина и что осталось за кадром. На какие жертвы пришлось пойти создателям фильма ради удачных эпизодов. Правда ли, что для искусства возраст не имеет значения? И как воссоздать перед камерой маленький океан? А еще узнаем, реально ли получить роль взамен на новенькую «Волгу». Какова цена воздуха и где найти акулу с актерскими способностями? Как легким движением руки Студебеккер превращается в опель? И что такое уникальность, священный дар или вечное проклятие? «1959 год. Закончив работу над фильмом «Сын Иристона», режиссер Владимир Чеботарев и оператор Эдуард Розовский строили планы дальнейшего сотрудничества. У обоих была мечта – экранизировать роман Александра Беляева «Человек-амфибия». Правда, с технической точки зрения это было непросто, по причине невероятной сложности постановки сцен подводного мира. Но тут выяснилось, что на студии «Ленфильм» еще с довоенного времени лежит сценарий Акибы Гольбурта и Александра Ксенофонтова по роману «Человек-амфибия». И коллеги дружно загорелись этой идеей. Почему бы не попробовать? Директору «Ленфильма» Георгию Николаеву идея понравилась. Но встал вопрос, с чего начать. Это была первая художественная картина в стране, рассчитанная на большой объем игровых подводных съемок. И вопросов было больше, чем ответов. Где брать соответствующую аппаратуру? Ведь на тот момент специальных камер и осветительных приборов для подводной съемки не было. Из каких материалов делать декорации? На какой глубине снимать? Смогут ли артисты работать на дне моря? И так далее. Для начала надо было научиться жить и работать под водой. В команде кинематографистов появились молодые ребята, пловцы из Ленинградского института физкультуры имени Лесговта, которым предстояло подготовить деятелей киноискусства к подводным съемкам и обеспечивать безопасность. А самим членам съемочной группы следовало пройти школу подводного плавания и по окончании сдать экзамены и получить профессиональные права и водолазную книжку с допуском погружения до 40 метров. Чеботарев понимал, что воспроизвести на экране флору и фауну тропических морей будет довольно трудно. Поэтому он отправился в Москву к министру кинематографии с просьбой направить его к знаменитому океанологу Жаку Иву Кусто для помощи в проведении съемок. Но для этого нужна была определенная сумма в валюте. Оплатить командировку советской киногруппы на Красное море, где на тот момент работал Кусто. Вода в Красном море имеет наибольшую прозрачность. Это позволило бы снять превосходные глубоководные эпизоды. Как альтернатива рассматривалось Саргассово море ввиду разнообразия и красоты подводного мира. Однако министр принял Чеботарева прохладно. Дескать, вы только на подготовительный период требуете сумму, достаточную для постановки любой нормальной ленты. К тому же у вас молодая команда, и нет ни одного опытного кинематографиста. Кому такие деньги доверить? Короче, министерство денег не дало, а картину распорядилось финансировать по минимуму. Так что съемки решили проводить не на Красном, а на Черном море. Вскоре Чеботарев с Розовским во главе киногруппы отправились в Крым для проведения экспериментальных съемок. Вместе с ними на Черное море выехала команда спортсменов-подводников, среди которых чемпионы Советского Союза по подводному плаванию Рэм Стукалов и Галина Шурепова, которым предстояло в ряде сцен дублировать главных героев. В поисках интересных мест вдоль Крымского побережья было пройдено около 400 километров. Базировались на рыболовецкой филюге, где был установлен генератор, от которого питалось оборудование, погруженное под воду. А операторская группа и спортсмены-подводники регулярно проводили под водой пробные съемки. Поскольку смета картины была рассчитана по минимуму, снаряжения было не так и много. Тем не менее, в наличии были акваланги, самодельные ласты и маски, трубки для дыхания, сделанные из противогазных шлангов, и единственный профессиональный гидрокомбинезон. Розовский вспоминал, что гидрокомбинезон был ему очень велик, но другого не было, и ради общего дела приходилось терпеть дискомфорт. Интересным изобретением стал придуманный Розовским аквариум-насадка.
Конструкция напоминала раструб с сетчатыми краями и передней стенкой из оргстекла, который крепился прямо к объективу камеры. Каждый раз перед съемкой у рыбаков брали рыбу и запускали в этот резервуар, создавая перед камерой самый что ни на есть достоверный подводный мир. Одной из главных проблем была темнота. Стандартный киносвет на глубине не работал. Обычные лампы не выдерживали давления, не говоря уже о сложности изолирования контактов и необходимости подключения приборов к генератору на поверхности. И тогда Розовский вспомнил, что существуют специальные лампы-фары, применяемые в авиации, способные дать очень мощный узконаправленный световой поток. Правда, коллеги говорили, что для этого пришлось не один раз обращаться в Министерство обороны. Еще одной проблемой был воздух. Воздух стоил дорого. Ежедневно приходилось делать несколько рейсов для зарядки аквалангов, что вызывало гнев администратора, и снова вставал вопрос о недостатке финансирования. Поэтому в ходе подводных съемок приходилось следить за собственным дыханием. И так как воздух надо было экономить, договорились под водой делать не более 6 вдохов в минуту. Правда, ввиду молодости и увлеченности общим делом, тогда никто не задумывался, что на здоровье это влияет не самым лучшим образом. Пока Рэм Стукалов и Галина Шурепова репетировали сцену спасения Гутиэре и подбирали технику плавания ихтиандра, режиссер с оператором ломали голову, где взять большую рыбину для эпизода с акулой. Как вдруг удача улыбнулась в виде 140-килограммовой белуги, которую рыбаки доставили прямо к месту съемок, предварительно выпотрошив всю икру и зашив брюхо. И вот перед камерой Рэм Стукалов, обхватив рыбину, демонстрирует, как вертится в схватке ихтиандр. Но тяжелая белуга, потерявшая плавучесть, дубль за дублем погружается на дно, переворачиваясь вспоротым брюхом кверху. Наконец получилось, и в кадре, победив хищницу, всплывает ихтиандр. Но оставить тонущую рыбу на дне – слишком дорогое удовольствие. И Розовский, толкнув камеру на поверхность, стал догонять уходящую в глубину актрису. На глубине почти 40 метров, схватив рыбу за хвост, резко устремился вверх. На обратном пути подхватил камеру, но с двойным грузом подниматься еще тяжелее, а воздуха почти не осталось. И тут сверху стали нырять товарищи. И буквально в последний момент сумели вытащить и белугу, и камеру, и Розовского с пустым аквалангом и практически без чувств. Если я человек, я имею право любить. 1,5 месяца экспериментальных работ остались позади, а за это время ассистенты режиссера активно занимались поисками исполнителей главных ролей. Чеботарев понимал, что для фантастического фильма нужны особенные актеры – романтичные, нежные, возвышенные. Поэтому сразу обозначил главный критерий. У ихтиандра в глазах должно быть море, а у Гутиэре в глазах – небо. Плюс ко всему эти юноша и девушка должны быть стройными, грациозными и, конечно же, хорошими пловцами. На роль ихтиандра пробовались Михаил Казаков, Василий Ливанов и целый ряд других актеров, студентов театральных училищ и просто ребят с улицы. Владимир Александрович вспоминал, что его буквально одолевали родственники одного парня из Сухуми. Мол, если режиссер возьмет этого юношу, то на следующее утро у его подъезда будет стоять новенькая «Волга». Но, к сожалению, ни в ком из претендентов не было той тонкости и лиризма, присущей главному герою. Зато в это время удалось найти доктора Сальватора, которым стал знаменитый актер, известный по роли Петра I, народный артист СССР Николай Симонов. Я уведу бедняков в счастливую и благодатную страну, где их никто не будет притеснять. По словам режиссера, он не проходил пробы, а скорее дал согласие сыграть сцену с ихтиандром, как только появится подходящая кандидатура. Встреча не заставила себя долго ждать. И вскоре среди студентов ГИТИСа ассистенты режиссера нашли Владимира Коренева, увидев его в дипломном спектакле «Ночь ошибок». Я так боялся за тебя. Дьявол! Дьявол! Там морской дьявол! Володя был интеллигентен, красив и достаточно эрудирован. Так что на пробах с Симоновым они составили блестящий дуэт, который, собственно, и не требовал режиссерского вмешательства. Впоследствии Владимир Борисович признавался, что любил роман Беляева с детства. Впервые историю о морском дьяволе он услышал из уст незрячего дяди, который приезжал к ним погостить. И книгу, написанную шрифтом Брайля, читал племяннику вместо сказки перед сном. Меня зовут Ихтиандр. А меня Гутиэра. Юная Анастасия Вертинская на пробах смогла обойти сотни девушек, примерявших на себя образ Гутиэре.
По словам режиссера, барышни, которых ему показывали, были настоящими красавицами, но все какие-то земные и очень современные. Хоть на конкурс красоты, хоть на парад звезд, но ни в одной он не увидел романтического начала. Как ни старался этот огонь разжечь. Когда же на площадке появилась Настя, да к тому же сыграла сцену с Ефимом Капеляном, которого режиссер видел в роли Педро Зуриты, стало ясно, что вот она, девушка, у которой в глазах отражается небо. Причем, кроме пленительной внешности, в ней чувствовалась природная артистичность и кипучая энергия. На худсовете члены комиссии единогласно проголосовали за кандидатуры Коренева и Вертинской. А вот персону Капеляна не утвердили. Отсутствие главного злодея лишало Чеботарева возможности приступать к съемкам. И вдруг пришла в голову мысль, а почему бы не сделать Педро Зуриту не дряхлеющим кабальеро, как в романе Беляева, а молодым красавцем? Ведь какой любовный треугольник получится? За сердце Гутиерре будут бороться два красавца-ровесника. А выбор девушке предстоит сделать между добром и злом. Да, с другими я часто бываю груб. Но с вами... Так кто же тогда этот Зурита? Конечно же, Михаил Казаков. Чеботарев позвонил актеру, и на следующий день тот прибыл на съемочную площадку. Надо сказать, что Казаков не любил, когда его называли красавчиком. Он полагал, что все считают, если актер получает роли из-за красоты, то на самом деле он просто глупец. Сам же Михаил был всесторонне развитым и начитанным человеком. Коллеги вспоминали, что когда в компании он не знал, что сказать, то начинал читать стихи. Этому маленького Мишу научила соседка тетя Нюша, актриса Анна Никритина, которая в фильме сыграла мать Педро Зуриты. Я сказал Дону Педро, что в субботу свадьба. Отца Гутиерре сыграл 68-летний актер Тбилисского театра имени Грибоедова Анатолий Смиранин, у которого было очень выразительное лицо туземца-аборигена. Правда, поначалу Чеботарев сомневался в его кандидатуре, прежде всего ввиду преклонного возраста. Но Смиранин убедил его, что еще крепок и полон сил. В подтверждение этих слов достал фото своего годовалого ребенка, не без гордости добавив: «Смиранин и это может». Окончательное же решение режиссер принял в бассейне, где актеры тренировались перед началом съемок. Так вот, Смиранин демонстративно проплыл перед ним без остановки 50-метровую дорожку, тем самым подчеркнув свою физическую форму и работоспособность. Чеботарев одобрил его кандидатуру и ни разу об этом не пожалел. В дальнейшем, во время подводных съемок, пожилой актер сам спускался на морское дно, отказавшись от помощи дублера. Ну что? Видел? Его! Нет, его нору. Всем актерам и участникам будущих съемок предстояло овладеть навыками погружения под воду. Поэтому в Ленинграде, в бассейне института имени Лесговта, стали проводиться тренировочные занятия под руководством одного из самых опытных тренеров в городе Владлена Кепкало. Отдельно шла работа над чертежами декораций и макетов. С легкой руки художников картины из водостойких материалов было изготовлено несколько сотен актиний, кораллов и просто фантастических водорослей невероятной красоты. Но больше всего внимания, терпения и аккуратности потребовалось для создания костюма морского дьявола, который представлял собой комбинезон из эластичной ткани, украшенный тысячами чешуек, нарезанных из начисто отмытой кинопленки и нашитых вручную. Под водой, в лучах пробивающегося солнца, такой наряд переливался всеми цветами радуги. В завершении образа художники придумали для Ихтиандра причудливый шлем и очки, и получилось поистине уникальное зрелище. А дальше была экспедиция в Крым. Первой съемочной площадкой стала бухта Ласпи. Чудесный крымский уголок с прозрачной водой и пологим песчаным берегом, на котором вырос целый палаточный городок вместе с декорациями, осветительными приборами и другим необходимым оборудованием. А на глубине обустроили целый подводный павильон. Выбранный участок обнесли массивными опорными столбами, обтянули их стальными тросами, создав каркас, и на каркас намотали сетку. В импровизированный вольер планировали поместить дельфинов, которых должен был доставить муж укротительницы тигров Маргариты Назаровой, дрессировщик Константин Константиновский. А пока запустили катранов, маленьких черноморских акул, и делали пробные съемки с ними. А на расстоянии нескольких сотен метров от берега на якорь встало арендованное в Финляндии парусное судно – шхуна ловцов жемчуга «Медуза». Молодец, ступай снова в воду. Актеры активно тренировались под водой, стараясь работать без акваланга и маски. Как только воздух в легких заканчивался, спортсмены-подводники, находившиеся рядом, тут же протягивали загубник акваланга, чтобы те могли спокойно дышать.
Несмотря на молодость и отсутствие опыта, ребята были настоящими героями. Да и сам режиссер лично наработал около 200 часов под водой с аквалангом, строго контролируя съемочный процесс. Анастасии Вертинской на тот момент едва исполнилось 16 лет, но при этом она была девушкой отчаянной и смелой. К примеру, в эпизоде, где Гутиери прыгает с борта шхуны, изначально планировали, что прыжок выполнит спортсменка Галина Шурепова. Однако актриса отказалась от помощи и решила сделать все сама. Как выяснилось, Насте не понравилась фигура дублерши. Вот она и заявила, что прыгать будет самостоятельно, чего бы ей это ни стоило. А в сцене, где ее героиня тонет, Анастасии предстояло опуститься на 10-метровую глубину, изображая потерю сознания, причем абсолютно без движения, чтобы не поднимать мул. Чтобы актриса естественным образом могла опуститься на дно, под купальник ей одевали специальный свинцовый пояс весом в 10 килограмм. Перед командой «Мотор» Анастасия набирала полные легкие воздуха. И как только камера начинала работать, девушка плавно опускалась на дно, задерживая дыхание. И со стороны казалось, что красавица действительно тонет. Актриса мужественно выдерживала время съемки, после чего к ней мгновенно подплывал водолаз с аквалангом и помогал восстановить дыхание. Что касается Галины Шуреповой, то она страховала актрису лишь в самых опасных эпизодах. И, разумеется, первой проходила маршруты, которые предстояло снимать. Один из таких эпизодов едва не стоил девушке жизни. Галина Александровна вспоминала, что на дне обустроили искусственную скалу и забыли убрать штыри, которыми фиксировали детали конструкции. И когда она проплывала грот в этой скале, то зацепилась купальником за один из них. Разорвать нейлоновый купальный костюм не получилось, поэтому девушка из последних сил выскользнула из него и, буквально теряя сознание, выбралась на поверхность. Нелегко пришлось Анастасии Вертинской в эпизоде с акулой. Разумеется, морская хищница была не настоящей. Ее изображал студент Института физкультуры Анатолий Иванов, который был нанят в группу каскадером. Для этого ему привязали акульи плавники и хвост и давали команду, когда нужно поднимать плавник и бить хвостом. Но так вышло, что в одном из кадров он ударил слишком сильно, настолько, что травмировал Анастасии лицо. Делайте со мной что хотите, в воду я больше не пойду! Вот это ты пробовал? Бейте его, пока не поумнеет. Немало испытаний пришлось пройти и Владимиру Кореневу. Так, в сцене, где злодей Зурита заставляет его героя нырять за жемчугом, привязанный цепью актер едва не погиб. Цепь длиной около 60 метров в руках держал один из матросов. И когда по команде «Мотор» Владимир прыгнул в воду, матрос, страховавший актера, не смог удержать цепь в руках, и та потащила актера на дно. Ситуацию спас Эдуард Розовский. Мгновенно сориентировавшись, он бросил камеру и вовремя схватил эту цепь. Иначе случилось бы непоправимое. На съемках опасных эпизодов хватало. Так, в сцене, когда Ихтиандра, привязанного к якорю, спускают на дно, Владимир Коренев едва не простился с жизнью. Эпизод был разбит на две части. В первой на дно опускали якорь с привязанным манекеном, а во второй уже участвовал актер, которому давали подышать, затем забирали акваланг и снимали, как его герой пытается освободиться. Когда эпизод отсняли, Рэм Стукалов подплыл к актеру и дал ему загубник акваланга. Но тот не сработал. Мгновенно оценив опасность ситуации, каскадер сделал глубокий вдох и отдал Кореневу собственный акваланг. А потом с 20-метровой глубины без остановки помчался на поверхность. Такой маневр не остался без последствий, и в результате Рэм порвал барабанные перепонки. Вот так ценой собственного здоровья каскадер спас актеру жизнь. Море не надо бояться. Оно доброе. Когда наверху буря, на морском дне покой и тишина. Съемочный процесс набирал обороты, но вместе с этим, как снежный ком, росли и проблемы. Из-за недостатка финансирования застопорилась доставка дельфинов. Чеботарев звонил на Ленфильм и в главк в Москву. Просил добавить смету, а вместе с оператором они ломали голову, как быть. По этой же причине не взяли в картину сцену, где Ихтиандр на фоне заката плывет на дельфине и трубит в рог. Вручную устанавливали солнце, с помощью фильтра делали сумерки, а из-за отсутствия живого дельфина пытались снять ненастоящего, которого надували едва ли не всей съемочной группой. Однако сцена получилась слишком уж ненатуральной, а потому осталась лишь в кадрах кинохроники. К тому же начинался период штормов, вода становилась мутной и съемки пришлось отменять. Группа сидела без дела, план катастрофически не выполнялся, а тут на Ленфильме назначили нового директора, Илью Киселева, который был недоволен происходящим и требовал сокращения подводных съемок. Впрочем, кроме эпизодов под водой, предстоял еще целый ряд наземных съемок. Что он жадничает? Рыбы сколько угодно в океане. Заплатите ему.
улицы солнечного Буэнос-Айреса решили снимать в Баку, самой древней части столицы Азербайджана, районе Ичири-Шехер. Кстати, здесь же, через несколько лет, развернутся события еще одной знаменитой киноленты – комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Архитектура старых домов, узенькие улочки и сама пространственная среда позволяли разгуляться фантазии художников, которые взялись усердно декорировать столицу Советской Республики, чтобы придать ей вид заграничного южного города. А вот панораму вечернего города, пестрящего яркими огнями, создали методом комбинированных съемок, используя кадры с неоновой рекламой из какого-то мексиканского фильма. Специально для фильма на одной из площадей города вырос выложенный камнем фонтан, где впоследствии купался ихтиандр и раздавал рыбу всем желающим, искренне удивляясь, чем недоволен торговец в исполнении актера Юрия Медведева. Сумасшедший миллионер! Городская суета, искаженная в глянцевых поверхностях и огромном уличном зеркале, демонстрирует зрителям мировосприятие героя. Все вокруг выглядит для него диковинным и необычным. На сегодняшний день вся эта проезжая часть с интенсивным движением является пешеходной зоной на улице Нигяр Рафи-Бейли, а возвышающееся справа угловое здание – это памятник архитектуры, построенный в конце 19 века. Здесь же, но уже в другом эпизоде фильма, на светофоре останавливается автомобиль с Гутиери, который покупает у мальчишки свежую прессу. В отличие от исполнителей главных ролей, юный разносчик газет, актер Тито Ромалио, настоящий латиноамериканец. Его отец был бразильцем, при этом сам Тито родился в городе Йонава, Литовской ССР. Кстати, в фильме снимался и его родной брат Лолик, тот мальчик, который заносит в каюту корзину с фруктами. Лавка Бальтазара была обустроена специально для фильма. Здесь внимание зрителей привлекает забавный факт. На стекле магазина написано «Los Regalos del Mar», что в переводе с испанского означает «дары моря». А у входа красуется вывеска с надписью на латинице «Дар моря». Коллеги подшучивали над Чеботаревым, что это его маленькое кинематографическое хулиганство. Здесь же в глаза бросается плакат с красоткой в желтом купальнике и надписью «Эмилия». Вероятно, ее образ очень нравился создателям фильма, поскольку знойная леди встречается еще несколько раз, но уже в других кадрах и других точках города. Перед глазами зрителей мелькает целая плеяда городских улиц, особенно в эпизоде, где за главным героем гонится полиция. Здесь в кадр попадает еще одно историческое здание, в котором сегодня находится Центр творчества писателя Максуда Ибрагимбекова. Марафон ихтиандра по улицам Буэнос-Айреса был тщательно подготовлен. Нужно было показать состояние человека, страдающего от жары и суеты большого города. Поэтому оператор сказал актеру, что он с камерой будет ехать на машине со скоростью 20 км в час, а тому нужно бежать следом и не отставать. Причем снимать Розовский начинал, когда чувствовал, что актер изнемогает от бега. Ноги заплетаются, а в глазах появляется какое-то безумие. Короче, то, что нужно для роли. Это чудо, что ты вернулся оттуда цел и невредим. Самым сложным из всех земных эпизодов оказался прыжок с крыши на крышу. Здесь уже без дублеров было не обойтись. По счастливой случайности на тот момент неподалеку с гастролями выступал китайский цирк, и один из артистов согласился совершить опасный прыжок. Правда, говорят, за внушительную по тем временам сумму – около 200 рублей. Снимать решили несколькими камерами. Мужчина разогнался и прыгнул, но не дотянул и повис на руках над балконом. Съемку остановили, артисту дали отдохнуть, и следующий дубль начали с подтягивания на руках, после чего исполнитель все-таки взобрался на крышу, а потом эти кадры соединили. В поисках любимой ихтиандр прошел едва ли не весь город, вглядываясь в лица встречных красавиц и вызывая гнев их кавалеров. Жалея героя и переживая вместе с ним, зрители не сразу замечают, что на заднем плане видна афиша с надписью «Лебединое озеро». Немного странно для Буэнос-Айреса, не правда ли? Интерьеры кафе снимали в популярном на тот момент заведении кафе «Наргиз», названном в честь первой красавицы города Наргиз Халиловой. Но больше всего публике запомнился заводной и энергичный напев в исполнении знойной красотки, которому суждено будет стать визитной карточкой фильма. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Параллельно со съемками в Баку Чеботарев занимался музыкой фильма. И тут кто-то посоветовал ему молодого ленинградского композитора Андрея Петрова, которому режиссер показал отснятый материал и тексты двух песен «Эй, моряк» поэта Соломона Фагельсона и балладу о рыбаке Юлии Друминой.
Петров, написавший музыку к спектаклю «Бегущая по волнам» и балету «Берег надежды», к тому времени создал себе репутацию композитора-мариниста. Так вот, он не ограничился лишь песнями и сочинил уникальную фоновую музыку, которую для фильма записал музыкант Ленконцерта Александр Тургель на единственном в городе электрическом клавишном музыкальном инструменте «Ионика». Балладу о рыбаке за кадром исполнил солист Ленинградского малого оперного театра Артур Почаковский, а мелодичный голос красотки в кафе «Шантане» на самом деле принадлежит эстрадной джазовой певице Ноне Сухановой. Правда, на сцене появляется не она, а манекенщица Ленинградского дома моделей Нина Большакова. Изначально Нина пробовалась на роль Гутиерре, но в итоге получила роль певицы. Причем ей предстояло не только петь, но также танцевать стриптиз. По современным меркам это был абсолютно безобидный номер, в ходе которого девушка снимала шляпку, перчатки и юбочку, оставаясь в плотно облегающем тело черном комбинезоне. Однако члены худсовета были категорически против столь развязного поведения на экране. В итоге эпизод был сильно порезан, и от танца как такового ничего не осталось, и пела шансонетка в полном своем облачении. Мы будем жить за городом на моей вилле. Вот и хорошо. Буду до старости лет валяться на травке. Ну, это ваше дело, но только не на моей вилле. Что касается нарядов, советские девушки были в восторге от платьев главной героини, выполненных в модном тогда стиле нью-лук. Художники по костюмам черпали вдохновение в творениях французского модного дома Кристиан Диор, который в 1959 году посетил Советский Союз и демонстрировал в Москве свою коллекцию. Особый интерес дам вызвал нежный свадебный наряд. Кстати, храмом, где состоялось венчание Гутиерре и Зуриты, стал дворец Ширваншахов в Баку. В этих кадрах хорошо виден мавзолей Сейда Яхья Бакуви, рядом с которым стоит автомобиль Педро Зуриты. И если зрительницы рассматривали платье невесты, то взгляд мужской половины больше привлекло свадебное авто. Транспортным средством главного злодея стал американский Studebaker Commander Land Cruiser 1953 года. Хотя кое-кого вводит в заблуждение трехлучевая звезда, схожая с эмблемой Mercedes-Benz. В те годы автомобили Mercedes в США были еще малоизвестны. Возможно, поэтому Studebaker и решил взять для своей модели именно этот символ. Впрочем, практически сразу же после выпуска Commander Land Cruiser немецкая компания выразила недовольство по поводу использования эмблемы. Поэтому, чтобы избежать проблем, Studebaker в скорости изменил данный символ. Примечательно, что в фильме Studebaker на короткое время превращается в Opel. В эпизоде, когда их Тиандра силой везут к Зурите, в кадре виден интерьер автомобиля Opel Капитан 1954 года, который, кстати, тоже на пару секунд появляется в ленте. Что касается родного салона Studebaker, то в реальности он выглядит несколько иначе. Так значит, это любовь с первого взгляда? А разве бывает другая любовь? Когда основные эпизоды были готовы, режиссера вызвали в Ленинград на худсовет. Отснятый материал произвел хорошее впечатление на членов комиссии. Однако новый директор студии заявил, что материал-то неплохой, но Чеботарев втянул студию в перерасход. Почти 35% невыполнения плана по съемкам. Просто непозволительно. И чтобы выполнить план в срок, Чеботареву нужно дать в помощь другого, более опытного режиссера. И добавил, что подходящая кандидатура – Геннадий Казанский, создатель замечательного фильма для детей «Старик Хоттабыч». Режиссер-профессионал, который сможет удержать Чеботарева от дорогих постановочных безумств и поможет закончить картину. Владимир Александрович понял, что разговор окончен, и вышел из кабинета. Дальше работа пошла совсем в ином ключе. На съемках в Крыму, в отличие от Чеботарева, который вместе с актерами опускался на глубину, Казанский отказался погружаться с аквалангом и с самого начала стал руководить процессом, находясь на поверхности. В Ленинграде на студийные съемки Чеботарев приходил практически как гость. Присутствовал в павильоне, давал советы, но особого права голоса не имел, а отношения с Казанским были натянуты и недружелюбны. На студии досняли эпизоды в доме доктора Сальватора, сцены на вилле Делорес, а также кадры в тюрьме, включая побег Иктиандра с погоней по улицам города. Там на дне океана нет ни бедных, ни богатых. Там все будут жить свободными и счастливыми. Наиболее трудоемкой оказалась работа над сценами в доме доктора Сальватора. Его кабинет, холл и сталактитовая пещера с окном в океан – все это должно было связываться с мотивами будущего. Идеи интерьеров художники черпали из модного французского журнала «Art Decoration». Самыми фантастическими элементами выглядели лифт-сфера и стеклянная шахта.
Шахту изготовили из оргстекла высотой около 2 метров, а лифт размером с небольшой мячик соорудили из дерева и в движение приводили с помощью тонкой проволоки. Сцена, где доктор Сальватор подводит Ольсена в исполнении Владлена Давыдова к огромному окну в океан, была снята в павильоне, в котором создали сталактитовую пещеру, одну из самых сложных декораций. А после этого кадр с Симоновым и Давыдовым совместили с другим кадром, где в окне проплывал их театр. Здесь же на Ленфильме обустроили тюремный коридор и несколько камер. Павильон получился подчеркнуто мрачным, что соответствовало характеру эпизода, в котором Сальватор осознает трагичность своего эксперимента. Ситуацию удается исправить с помощью охранника Карлоса в исполнении актера Станислава Чекана, который вскоре прославится на весь Советский Союз как бравый офицер милиции Михаил Иванович из фильма «Бриллиантовая рука». Французский «Шанель» номер 5. Поехали. Кстати, грузовик, на котором Ольсен спасает Ихтиандра, это Шкода 706 РТ 1957 года. С конца 50-х такие машины стали очень популярными в СССР. И помимо «Человека-амфибии», данную модель можно увидеть и в других советских фильмах, среди которых «Кавказская пленница», «Королева бензоколонки» и «Приключения электроника». Осенью 1961 года подходит к концу последние съемки, а в декабре фильм окончательно сдан Госкино, что опередило план на 3 дня. При этом на заседании расширенной коллегии студии было решено присвоить фильму 2-ю категорию, которая обычно давалась жанровым развлекательным картинам. Сегодня вы узнали более чем достаточно. И помните, Олсен, никому ни слова. 28 декабря 1961 года в Московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма «Человек-амфибия», в рамках которой прошла встреча с группой создателей. Актеры рассказывали об интересных эпизодах на съемках, а Эдуард Розовский шутил, что, несмотря на все созданные условия, никто не утонул. Фильм стал лидером проката. Его посмотрели более 65 миллионов зрителей. В кинотеатрах были аншлаги, у касс стояли огромные очереди. А на эстрадах, да и просто на улицах, звучала песня «Эй, моряк». В общем, это был полный успех. Вы знаете, что я и сейчас не беден. А скоро я буду сказочно богат. По сегодняшний день картина считается одним из самых прибыльных проектов советского кинематографа, особенно учитывая скудность бюджета. Неудивительно, что министр культуры Екатерина Фурцева в свое время говорила, что эта лента – прекрасный подарок Министерству финансов. А вот критика картину буквально растоптала. И за вольное отношение к авторскому тексту известнейшего романа, и за подражание западным фильмам, ну и, конечно, за пропаганду буржуазного образа жизни. Тем не менее, Госкино приняло решение послать фильм «Человек-амфибия» в Италию на 1-й международный фестиваль фантастических фильмов в Триесте. Правда, для Чеботарева эта поездка была закрыта из-за партийного выговора за перерасход средств, а Казанского не стали посылать из-за неприятной истории с авторством фильма. В Триесте картине присудили почетный международный приз «Серебряный парус», но получал его какой-то чиновник из Госкино. Я пришел сказать, что люблю тебя. После премьеры на актеров буквально обрушилась всенародная слава. Поклонники караулили на каждом шагу, слали тысячи писем и украшали стены признаниями в любви. Владимир Коренев вспоминал, что ему даже пришлось за свой счет делать ремонт в подъезде, поскольку вплоть до 6-го этажа, где была его квартира, стены были исписаны губной помадой. Любовные послания летели со всех концов страны. В одном из них не в меру активная барышня решила поразить кумира своей изобретательностью. Девушка сфотографировалась в обнаженном виде, разрезала снимок на 10 частей и стала по одному в письмах отправлять актеру, с просьбой взамен выслать его собственное фото с автографом. Друзья посмеивались с такой настойчивости и говорили, что Коренев все-таки выполнил просьбу поклонницы, отправив ей свой портрет с забавной пометкой «Простите, что не голый». А вот Анастасии Вертинской было не до смеха. Актриса признавалась, что ненавидела славу и воспринимала ее как всеобщее помешательство. Когда девушка выходила из дома, внизу ее непременно ждала толпа почитателей. Настя надевала платок и очки, но ее все равно узнавали. Приходилось давать автографы на разных бумажках, паспортах, чеках, руках и даже колбасных изделиях. А когда пыталась уйти от внимания, говорили «зазналась». Михаил Казаков тоже не любил вспоминать эту роль. Говорил, что в театре над ним непременно подшучивали, называя Доном Педро Зуритой, и обсуждали и короткие штанишки, и пробковый шлем, и шхуну Медуза. Теперь у меня нет сумочки. Зато есть жених.
Лучше бы у меня была сумочка. На волне популярности советской картины в 2004 году на экраны вышел ремейк под названием «Человек-амфибия». Режиссер Александр Атанесян представил публике 4-серийный фильм о морском дьяволе по мотивам романа Александра Беляева. В главных ролях появились Саид Дашук Нигматуллин, сын знаменитого актера Талгата Нигматуллина, того самого Салеха из «Пиратов 20 века», и студентка ГИТИСа Юлия Самойленко. Впрочем, новый сериал вызвал скорее недоумение и разочарование зрителей. А в одной из газет была опубликована разгромная рецензия с броским заголовком «Лучше лежать на дне». Тогда зачем мне эти возможности? Зачем мне эти жабры, если из-за них я не могу любить? Я хочу быть как все, отец. В 2016 году СМИ всколыхнула новость о том, что будет снята китайская версия «Человека-амфибии». История любви Ихтиандра и Гутиери привлекла внимание китайских кинематографистов, которые решили создать ремейк советской ленты при поддержке российских студий. Планировалось, что в фильме будут задействованы китайские актеры, но в состав обязательно будут включены звезды российского кинематографа. При этом Ихтиандр появится в женском обличии, а образ Гутиери будет переписан под мужчину. Однако до сих пор о реализации данного проекта нет никаких новостей. Я не хочу больше жить среди рыб. Я умру от тоски. Вообще трудно снять удачную картину по известному и популярному произведению, особенно фантастическому. Ведь каждый читатель в воображении рисует собственный вариант этого мира и по-своему видит образы главных героев. И все-таки создателям ленты «Человек-амфибия» это удалось. Фильм, снятый почти 65 лет назад, и сегодня остается востребованным и популярным. Благодаря уникальной атмосфере, новаторской для своего времени визуальной эстетике и глубоким философским подтекстам. Что значит быть другим и оправдан ли научный прогресс, если он нарушает законы природы и человеческой морали? Я хотел сделать тебя счастливейшим из людей, а сделал сам несчастным. Это не просто фантастическая история, а тонкая притча о добре и зле, любви и расставании, свободе и жертвенности, которая находит отклик в сердцах зрителей до сих пор, напоминая о силе чувств, вечных ценностях и красоте человеческой души.